Добрый день, зрители канала DP Labs. Меня зовут Кирилл, и вы на новой серии про электрический квадроцикл. Задний подрамник у нас начался с покупки редуктора, о котором мы говорили в первой серии, приводов, кулаков и прочего, все, что стыкуется с этим редуктором. Далее мы начали думать, как сделать крепление к этого редуктора к раме квадроцикла. Деталь эта непростая по геометрии, и отрисовать ее просто с помощью штангель-циркуля была задача, наверное, выполнимая, но не очень рациональная. Соответственно, мы решили его отсканировать и на основе 3D-скана начали строить модель заднего подрамника. Соответственно, здесь редуктор сориентирован по плоскостям. Дальше у нас появляются пластины, из которых состоит весь подрамник. Тут у нас появляется двигатель, место его стыковки с редуктором. Изначально мы подумали сделать этот подрамник из стали, так как крепежные ушки и прочие все-таки тонкие элементы побоялись изначально делать его сразу под алюминий. Но в целом в качестве эксперимента все-таки решили выполнить из алюминия, добавить некоторые усиления, и соответственно испытать его в алюминии. Задний подрамник с редуктором, с двигателем на модельке выглядит следующим образом. Итак, перед вами изделие из металла. В нашем случае это AMG3, толщина 4-5 мм в зависимости от детали. Из этих деталей образуется наш задний подрамник. Функция его проста. Он несет на себе редуктор, крепятся к нему рычаги, крепится мотор, а все это в сборе крепится уже к тушке квадроцикла. Также он выходит за герметичный контур, то есть он не герметичен, но сделан максимально пыли грязи защищенным, то есть вовнутрь не попадает грязь, большими кусками она не забьет внутреннее пространство, то есть это все прикрыто. Просто попадание воды туда ничем не грозит. Герметизация у нас происходит по моторному щиту, то есть мотор сюда крепится через прокладку, и сам щит прикручивается к тушке уже через герметик. Далее мы покажем предварительную сборку заднего подрамника. Пара слов о ремонтопригодности этого узла. Большая часть сварная. Во второй версии тут еще больше деталей будет свариваться, но на данном этапе все равно это уже несколько всего лишь деталей. Эта стенка может убираться целиком, то есть тут болтовое полностью соединение, можно отсоединить ее вместе с подвеской, если требуется замена редуктора, либо работа с соединением редуктора с мотором. Также редуктор может быть необходимо снять для замены сальника, который на выходящем валу. И наружные сальники доступны без любых разборов, только достать полуоси. Пока что у нас нет сайлентблоков здесь запрессованных, так как рычаги пойдут на покраску, после будут запрессованы. Поэтому мы просто их условно накинем на свои места для общей картины. Так, а ну-ка посмотрим. По-моему, тяжеловатенько, как мне кажется, а? Никого нет, ребята. Не, ну а вот так мне нравится уже гораздо больше. Боги Ютуба услышали наших комментаторов. Тут и окошки, и карбончик. Маэстро помог. А ну-ка посмотрим. Да ты шо, вес на 40% меньше. Вот это красота, вот это роскошь. Только обработать осталось. Итак, в этой серии мы перешли от макета к изделию в металле. Благодаря компьютерному моделированию, 3D-сканированию, и нашей смекалке. Теперь мы имеем
Предварительно собранный задний подрамник, тут пока нет сайлентблоков, шаровые еще не запрессованы, так как изделие будет окрашено, конкретно подрамник еще будет претерпевать несколько доработок, которые мы выявили в процессе сборки, соответственно, для удобства последующей сборки мы сразу вносим это в чертежи, и в дальнейшем мы изготовим его уже как бы вторую версию. Общая архитектура такова. По аналогии мы будем проектировать передний подрамник. Насколько алюминий будет жизнеспособен в этом элементе, мы пока доподлинно не знаем, но хотим это проверить. Так как вес данного подрамника, самой конструкции, всего 6,5 кг. Соответственно, если бы он был из стали, это порядка 20 кг. Поэтому ощутимая разница, хотим испытать. Возможно, внесем усиление, но и, скорее всего, все равно в массе выиграем. На данный момент мы видим слабые места в местах крепления сайлентблока, так как алюминий мягкий металл и может провернуть сайлентблок. Поэтому здесь добавятся шайбы стальные, ну то есть они будут заходить в алюминий большим диаметром и зажиматься. Ну а в общем и целом конструкция нормальная, все собирается хорошо, как вы видели, сейчас это довольно быстро. Далее окраска, сборка и тесты. Смотрите следующие серии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, особенно здравые, с советами, подсказками, мы всегда этому рады. Комментарии все читаем, поэтому будем благодарны за любую помощь.